Братцы, гуляем по Припяти. Вы посмотрите после бури, как поломало деревья. Какие вообще, посмотрите на это. Вон они еще зеленые. Как их поломало. Жесть. Вчера был жесткий ливень. Вчера был буря, гром, гроза, молния. Все, что хочешь. Друзья, мы вот, гуляя по Припяти, решили зайти в такой сад. В этом саду сохранилась одна из немногих фресок в Припяти. Вот она частично уже обвалилась. И этот процесс разрушения неумолимо движется. Очень жалко, конечно. Вот еще одна фреска в данном детском саду. Она сохранилась намного лучше. Ребенок под солнцем. Это еще одна фреска, которая хорошо сохранилась. В нормальном сохране фресок всего две. Но вот эта вот, конечно, и предыдущая, где ребенок под солнцем, они еще радуют глаз. Заходим в детский садик. Конечно, он в удручающем состоянии. Шкафчики. Одна из игровых комнат. Умывальничек вот сразу. Такой вот манеж. Я думаю, здесь были ясли. Конкретно вот эта комната. Это комната ясли. Вон спаленка. Кроватки с бортиками. Братцы, мы в детском саду, и зацените, сколько здесь горшочков, как они стоят. Причем, что удивительно, они стоят на своих местах все эти годы. Садик в довольно удручающем состоянии, но вот горшочки на своих местах. Часть детского сада, ну, она просто разрушена. Посмотрите, что за моей спиной. Здесь дыры в стенах. Здесь дыры, блин, куда можно голову засунуть, вот в эту дырку, например. Вот здесь все разрушается, просто обсыпается со стен. Виной всему человеческое безразличие и влажность. Влажность, дожди, дыры в потолке, которые опять же относятся к человеческому безразличию. Вот, все это очень грустно, конечно. Все это очень грустно. Вот, и город-музей медленно, но верно, блин, просто уходит в землю. Вот, посмотрите. Каково, а, за моей спиной? Каково, ребята? Стена, блин, полностью вообще в грибке, в плесени. Течет потолок безбожно, и при каждом дожде все заливается. Одна из комнат, которая сохранилась относительно хорошо. Вот смотрите. По крайней мере, здесь сохранились игрушки, ну какая-то их часть. Вот, да и сама комната еще не утратила божеский вид, несмотря на то, что, ну вот видите, почти все стекла выбиты. Вот, кстати, кроватки тоже. Вот, кстати, кроватки тоже свалены в кучу. Такие вот медведи, блин, вообще. Причем они вот все одинаковые.
Такие старые, добрые советские медведи. Самые добрые медведи в мире, конечно, еще и с таким вот красным флажком. Мойку из детской... А хотя нет, эта мойка стояла прямо здесь, да. Вот. Здесь, очевидно, стояла посуда детская. Вот мойка. Сейчас я развернусь, друзья мои, и вы сильно удивитесь. Ну, как бы не в очень хорошем смысле. Вот так вот. Вы обратите внимание, по этой лестнице стрёмно даже подниматься уже. В таком она виде. Реально стрёмно просто, что она под тобой провалится. Мне на голову вот капает что-то. Все очень мрачно. Остались такие вот информационные плакаты на стенах. Точнее, даже информационные стенды. Опять же шкафчики. Детские шкафчики. А вот там вот комната для группы. Столики удивительно на своих местах. Мойка. Сама мойка выдрана и валяется отдельно. Сам умывальник. Да, удивительно, конечно, что вот сами столики, они вот парты эти детские, они стоят на месте. Они, конечно, завалены всем, чем не попадя, но я даже удивлен. Зацените бубен. Даже чуть-чуть работает до сих пор. По второму этажу мы подробно лазить не будем, ребята, потому что, ну, это вот единственная, пожалуй, нормальная комната. Все остальное это такой трэш, что ты боишься просто провалиться под пол. Вот, оно все настолько прогнило здесь и не представляет собой, ну, фактически никакого интереса. А здесь, очевидно, было что-то вроде учительской. Вот видите, еще книги даже пооставались на полках. Причем здесь нормальное количество книг. Вообще, я даже... Посмотрите. Ну Ленин, ну конечно же. Кому уже здесь быть, как не Ленину? Политическое самообразование. Бесконечный Ленин, бесконечное политическое самообразование. Какие-то ведомости. Туда идти реально страшно. Посмотрите, Лена бесстрашно стоит под этой рамой дверной, которая... Жесть вообще. Да, здесь реально страшно, братцы. Мы туда просто не пойдем. Вот здесь, вот видите, ребята, все, конечно... Ну вот что тут скажешь, как бы без комментариев, просто вот так. Плесень везде, вот тут уже внутри дерево растет вообще. Все очень мрачно. Дальше все то же самое, все в таком же состоянии. Просто перевороченные комнаты, текущие и сгнившие. На потолке, как видите, уже образовываются сталактиты небольшие. И, конечно, эти красочные игрушки здесь выглядят очень контрастно. Короче, выходим мы из сада. Тут, понимаете, тут же надо еще пробраться технично по этим завалам. Это ж все, понимаете, вот да, валится со стен. А вот это все обрушение со стен. Посмотрите на это окно. Окно в этой раме держится на честном слове. Просто ужас. Я думаю, многие из моих подписчиков, ну или некоторые, по крайней мере, из моих зрителей и подписчиков в этот детский сад ходили, даже возможно. Я понимаю, что вам, братцы, скорее всего, будет грустно на это смотреть. Но как бы... Собака! Собака, ты пришла с нами погулять. Коричневый. 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 Остановился. Коричневый. Пацанчик такой. Он как бы сам по себе, но как бы вроде бы и с нами. Такой чувачок себе на уме. Что, ты пробралась? Нормально?
Это трэш, самый настоящий. Жалко садик, правда? Вот такой вот детский сад. Мы идем гулять дальше, братцы. Садик произвел на нас, ну на меня лично он произвел впечатление. Причем вот этот контраст, да, как бы фрески отлично сохранившиеся, ну по крайней мере 2 из них. Вот, и там какая-то часть игровых комнат тоже вроде бы в нормальном состоянии. И при этом тотальная разруха основной части здания, гниющие стены, вываливающиеся окна. Просто ужас. Братцы, в Припяти обалденно цветет жасмин в это время. Рецепт от меня. Берете жасмин, вот эти вот лепестки белые. Берете чебрец и липу. И получается у вас обалденный чай. Коричневый следует за нами. Да, он такой как бы себе на уме. Он за нами вот следует. Просто гулять. Ну, все, не надо, братанчик, не надо, зачем? Идешь с нами, пошли, мы не против, идем. Будешь гавкать, мы тебя прогоним. Ты думаешь, он понимает, что я его снимаю? Обратите внимание, братцы, он лает, этот чувачок, и при этом он за нами идет. Продолжается наша прогулка по городу-призраку. Городу-легенде Припяти. Братцы, зацените, какие канаты! Сколько они висят, и они висят. Они существуют все это время. Я в шоке, честно говоря. Ну, то есть они не сгнили, да, ну как бы. Большей частью сгнили, кстати. Если вы думаете, что они исчезли, сгнили, нет. На них было подвешено вот это колесо. И колесо просто, ну, под своим весом. То есть вот трос этот подгнил, вот, и за счет веса оно упало. Я думаю, если бы не колесо, он бы весь висел до сих пор. Отлично сохранилась, смотрите, какая детская площадка. Такой спортивный комплекс как бы. Вот в очень хорошем состоянии он до сих пор. А вот колесо, которое до сих пор висит. Вот вы просто вдумайтесь. Этот канат, он крепкий, блин, вообще. Он крепкий и висит до сих пор. До сих пор. На нем подвешено колесо. Он и не думает гнить. Вот такой вот пацанчик стойкий. Вот еще одно упавшее. Вот еще одно висящее, кстати. Вот, да. Это как качеля была. Реально качеля. Да, вот такая вот была качеля. И существует она до сих пор. Спортивно-игровой комплекс города Припять. Горка вот такая вот была. А вот беседка. Такая вот беседочка, как бы веранда. И в нее затащили карусель детскую. Все это сейчас очень заросло. И вот коричневый. Братанчик, ты с нами гуляешь, да? Тебе с нами интересно? Ну пошли, мы не против. Еды у меня вкусной нет для тебя, честно. Покормить тебя нечем. Он уже осмелел, подошел поближе. Гуляя по джунглям в Припяти, мы наткнулись вот на такое вот необычное дерево. Мало того, что это трезубец, так этот трезубец сросшийся, видите? Дерево образует петлю. Очень необычно. Это газораспределительная станция. Первый и второй микрорайоны Припяти были на газу.
Ну, собственно, как бы данная газораспределительная станция обеспечивала газом первый и второй микрорайоны. В общем, мы идем гулять дальше. А вы, друзья мои, обязательно ставьте лайк и не пропустите следующее видео.